В этом мастер-классе я покажу, как связать вот такую красивую летнюю сумочку крючком из остатков пряжи. По размерам она у меня получилась в ширину 19 сантиметров и в высоту тоже 19 сантиметров, ну не считая вот этого края. Я ее вязал крючком 1,75 мм и пряжей в 150 граммах 500 метров. Но это не важно, можно вязать абсолютно любой пряжей. Даже можно вязать полиэфирным шнуром, какая у вас есть. И естественно размеры вы можете делать другие, больше или меньше. Но именно на этот размер вот моей пряжи в 150 граммах 500 метров ушло примерно 90 граммов всего, со всеми цветами вместе. Но задние части сумок я сделал просто одним цветом. В мастер-классе я показываю, как вязать вот такой мотив. Также показываю, как соединять все мотивы и как я меняю цвет. Именно в своей модели я решил сделать просто вот такую простую петельку, я ее связал, и пришил вот такую декоративную пуговицу. Я думаю, что этого достаточно. Но если вы хотите, вы можете вшить, например, молнию. Также у меня здесь есть подкладка, где я тоже объясняю и показываю, как я ее сюда вшивал. Пуговицу я пришил вот этими же нитками. Вот она у меня здесь между столбиками. То есть вот так ничего здесь не заметно. Ручку сумки я прикрепил вот на такие карабины. И здесь у меня цепочка, я ее просто обвязал столбиками без накида. Количество столбиков у меня здесь по 5 или по 6 столбиков в каждом звене цепочки. Но это уже зависит от самой цепи. Есть больше, есть меньше. Можно и вообще не обвязывать, а просто оставить такую цепочку. Или сделать ручку сразу цельную вместе с сумкой. То есть всю ручку связать столбиками без накида или столбиками с одним накидом, как вы хотите. И также пришить ее этой же пряжей к самой сумке. Вяжите такие сумочки на лето себе и кому-нибудь в подарок. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 6 воздушных петель. Для этого я держу вот так нить, кладу на палец. Теперь вставляю крючок под нить, оборачиваю крючок по часовой стрелке. У меня здесь образуется вот такая петля. И теперь в эту петлю я цепляю рабочую нить и протягиваю через эту петельку. И затягиваю. Этот узелок у меня за петлю не считается. Теперь провязываю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вставляю крючок в самую первую петлю. Вот у меня узелок и вот первая петля. Цепляю нить и провязываю соединительную петлю. Вот так. Теперь в это кольцо мне нужно провязать 3 столбика с одним накидом. Первый столбик я заменяю 3 воздушными петлями подъема. 1, 2, 3. Выполняю накид. Вот этот хвостик я буду сейчас прокладывать вот так под столбиками и прятать. И в кольцо сделал накид, и в кольцо выполняю столбик с одним накидом. Опять выполняю накид, столбик с одним накидом в кольцо. Вот вместе с 3 петлями подъема я выполнил 3 столбика. Всего вот таких групп мне нужно провязать 4. И между ними по 2 воздушные петли. Выполняю 2 петли. 1, 2. И опять в кольцо провязываю 3 столбика с одним накидом. Провязали 3 столбика, опять 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом опять сюда же, в это же кольцо. Две воздушные петли и 4-я группа вот таких столбиков. 3 столбика с одним накидом. Все, вот так мы провязали 4 группы по 3 столбика. Теперь выполняю также последнюю арку из 2 воздушных петель. Вставляю крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и выполняю соединительную петлю.
И вот так мы завершили первый ряд. Теперь приступаем ко второму ряду. Я сейчас выполняю 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Как первый столбик с одним накидом. Теперь делаю накид. И вот в эту угловую арку провязываю 2 столбика с одним накидом. Вот так, в эту арку. То есть получается как бы чуть-чуть назад у нас идет. Вот, то есть я провязал 3 столбика вот в эту угловую арку. Теперь выполняю одну воздушную петлю. И в следующую угловую арку провязываю 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И еще 3 столбика сюда же, в эту же арку. То есть у нас на углах всегда по 2 группы вот этих столбиков и между ними по 2 воздушные петли. Вот так. То есть одна группа относится к одной стороне и другая к другой стороне. Одна воздушная петля, опять уже в следующую угловую арку, также 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и еще 3 столбика сюда же, в эту же арку. Одна воздушная петля в следующую угловую арку также. И мы так провязываем в каждую угловую арку. Две воздушные, 3 столбика, опять сюда же. Одна воздушная петля у нас по стороне идет, и на углу, вот здесь у нас уже начало ряда, у нас одна группа столбиков есть, мы сюда довязываем вторую группу столбиков, то есть 3 столбика. Также 2 воздушные петли и соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Все, то есть вот такой у нас получился квадрат. Третий ряд. Так же, как в предыдущем ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема. И сюда же, в эту же угловую арку, провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Вот так, 3 столбика. Вторую группу мы провяжем в конце ряда. Теперь выполняем 1 воздушная петля. То есть вот по стороне у нас идет 1 воздушная петля, только на углах у нас 2 воздушные петли. Вот эти столбики мы все пропускаем всегда. И в следующую арку одной петли провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. 3. 1 воздушная петля. У нас идет угловая арка. В нее мы вяжем 2 группы столбиков. Первая группа 2 воздушные петли и вторая. Одна воздушная петля. В следующую арку одной петли провязываем 1 группу из 3 столбиков. Одна воздушная петля, и здесь у нас идет угол, мы в него вяжем 2 группы и 2 петли между ними. Вот так провязываем ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца, вот подошли к началу ряда. Я здесь выполнил в эту угловую арку 3 столбика с одним накидом, последнюю арку 2 воздушных петель и соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к 4-му ряду, все то же самое по той же логике. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 столбика с одним накидом сюда же.
в эту же арку угловую, 1 воздушная петля, в следующую арку 1 петли 3 столбика с одним накидом, одна воздушная петля, 3 столбика с одним накидом в следующую арку 1 воздушной петли, одна воздушная петля, перед нами угловая арка, мы в нее провязываем 2 группы по 3 столбика и между ними 2 воздушные петли. Раз, два и 3 столбика сюда же. И таким образом провязываем ряд до конца. И по этой логике вы можете провязать квадрат до любого нужного вам размера. Я остановлюсь на этом, то есть я сейчас этот ряд последний провяжу и покажу, что у меня получилось. Итак, я провязал ряд до конца, выполнил последнюю арку 2 воздушных петель, соединяюсь в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь выполняю соединительную петлю в следующий столбик, соединительную петлю в следующий столбик, соединительную петлю в арку 1 воздушной петли, обрезаю нить и вот так крючком ее вытягиваю. Все. Потом я ее вот так спрячу под столбиками уже следующего ряда, когда я буду соединять мотивы. Этого размера мотив мне подходит. Если вдруг вы хотите сделать немного больше, пожалуйста, вы можете делать любого нужного вам размера. И провязывайте столько квадратиков, сколько вам нужно. Итак, я здесь уже провязал первый ряд по той же логике, как и первый квадрат. Сделал здесь 2 последние воздушные петли, соединяюсь в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. Выполняю соединительную петлю в следующий столбик, соединительная в следующий и соединительная в арку 2 воздушных петель. И теперь обрезаю нить. Теперь присоединяю нить другого цвета. Вы можете начать с любого угла. Я буду начинать вот с этого угла, который у меня перед тем, где я обрезал нить. Я вставляю крючок в нужную мне арку угловую, цепляю нить другого цвета, вот так у меня здесь петелька, и вот эти 2 хвостика, точнее хвостик и нить, я сейчас цепляю крючком и протягиваю в мою петлю, сразу вот эти две нити, и вытягиваю до тех пор, пока у меня этот кусочек вот не вылезет. И теперь за этот кусочек я вот так тяну, и все, затягиваю. Теперь он у меня уже никуда не денется. И вот эту петлю, которую я сейчас сделал, я посчитаю как за 1 воздушную петлю подъема. Нам нужно сделать 3. То есть я делаю еще 2. Я вот этот кусочек сейчас кидаю, возвращаю назад сверху рабочей нити и провязываю воздушную петлю. Опять возвращаю сверху рабочей нити и провязываю воздушную петлю. Все, то есть у нас эта нить уже замкнута в эту воздушную цепочку, и можно этот кусочек обрезать. Можно также ее назад сейчас сверху рабочей нити закинуть и уже в эту арку опять провязать 2 столбика с накидом. Все, то есть я здесь провязал свою группу из 3 столбиков. Здесь это можно все подтянуть, чтобы у нас тут все ровно, красиво лежало. И далее мы уже просто вяжем по той же самой схеме. 1 воздушная петля. В угловую арку провязываем 2 группы столбиков и 2 петли между ними. И прячу заодно вот этот обрезанный кусочек нити.
Все, провязали наш вот этот уголок, опять одна воздушная петля, следующий уголок. И таким образом по той же самой схеме вяжем квадраты до любого нужного вам размера. И таким образом меняя нить. И провязываем столько квадратиков, сколько вам нужно. Итак, я провязал все квадраты. Теперь я буду показывать, как я их буду соединять. Я сейчас присоединю нить вот к этому углу, вот к правому углу. И буду соединять вот таким образом. Вяжу по той же схеме, как и квадрат. Вот так, сначала эту сторону этого квадратика, потом поднимаюсь сюда, разворачиваюсь и вяжу вот эту сторону этого квадрата уже и одновременно присоединяюсь с этим. Провязываю, здесь соединяюсь с углом, затем иду по этой стороне, разворачиваюсь сюда, присоединяюсь к этому квадрату, опять сюда. Вот так. Потом иду сюда. Затем обвязываю всю вот эту сторону. Присоединяюсь к этому квадрату. Иду вот так. Вот так. Опять обвязываю здесь всю сторону. Опять к этому присоединяюсь. И вот так я буду обвязывать все квадраты и соединяя их между собой. Итак, я беру свой первый квадрат, вставляю крючок в угол, цепляю нить, цепляю вот эти два кусочка, точнее нить и кусочек, и вытягиваю, пока у меня не вылезет весь этот кусочек. Все, теперь бросаю этот кусочек сверху рабочей нити, провязываю воздушная петля, опять кусочек сверху рабочей нити, опять воздушная петля, провязываю 2 столбика с одним накидом, все, то есть здесь в угол я провязал первую вот эту группу столбиков. Здесь у меня одна воздушная петля и провязываю по той же схеме. Подошел к углу. Здесь я также провязываю 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. То есть здесь у нас пока сейчас ничего не меняется. Сейчас я дойду вот до этого угла и вернусь. Итак, вот от начала ряда я провязал эту сторону и эту сторону. Подошел к углу, и в этот угол я провязываю только одну вот такую группу столбиков. То есть 3 столбика только. Теперь я выполняю 2 воздушные петли. Беру следующий квадрат. И сейчас я буду его вот так присоединять. То есть я вот так сейчас разворачиваюсь. Вот я разворачиваю вот так свою работу. Беру следующий квадрат. Вот я здесь сделал 2 воздушные петли. Делаю накид. И делаю уже 3 столбика в следующий угол следующего квадрата. Вот так. И вы смотрите внимательно, чтобы у нас работа ничего не перекручивалась, чтобы у нас, если положить вот так, чтобы у нас эти 2 квадрата были лицевой стороной кверху. То есть вот так изнанкой друг к другу. Вот я провязал 3 столбика здесь на моем новом квадрате. И теперь вот я прикладываю этот квадрат к
первому квадрату и в арку одной воздушной петли. Вот, то есть перед нашими последними столбиками, которые мы сделали. Выполняю столбик без накида. Все, то есть я присоединил. Теперь выполняю 3 столбика уже в следующую арку одной воздушной петли, вот на втором квадрате. Раз, два, три. Опять беру первый квадрат и в следующую арку одной воздушной петли столбик без накида. Опять на втором квадрате в следующую арку 3 столбика. То есть вместо одной воздушной петли мы выполняем столбик без накида в следующую арку предыдущего квадрата. Столбик без накида в арку первого квадрата. И здесь передо мной угол. Я в этот угол провязываю 3 столбика. Здесь у нас, по идее, по рисунку должно быть 2 воздушные петли, но мы выполняем 1 воздушная петля. И в угловую арку первого квадрата выполняем столбик без накида. Теперь опять 1 воздушная петля и возвращаюсь к своему второму квадрату. То есть вот здесь мы его уже вот так соединили. И в этот угол я довязываю вторую группу столбиков. Все, теперь у меня 1 воздушная, 3 столбика в следующую арку. И далее опять 1 воздушная, 3 столбика в следующую арку. И на углу у нас также 2 группы столбиков и 2 воздушные петли между ними. Сейчас я провяжу вот эту сторону, вот сюда. И здесь в этом месте я вернусь. Итак, от начала ряда я вот так провязал все это дело. На втором квадрате подошел к углу. И теперь в этот угол также мы провязываем 3 столбика с 1 накидом. Делаем 2 воздушные петли. Я беру следующий квадрат. И в угол уже третьего квадрата провязываю 3 столбика с 1 накидом. Накид. Беру квадрат следующий. И в его угол вяжу 3 столбика. Аккуратно смотрим, чтобы у нас ничего не перекрутилось. Вот так, чтобы у нас все было ровно. То есть вот так лицом, а если складываешь, то есть вот они изнанка к изнанке друг к другу. Так, провязали 3 столбика в третий квадрат. И в следующую арку одной воздушной петли предыдущего квадрата столбик без накида. Возвращаемся к нашему квадрату. И в следующую арку одной воздушной петли провязываем 3 столбика с 1 накидом. Берем предыдущий квадрат и в арку одной воздушной петли следующую столбик без накида. 3 столбика в следующую арку нашего следующего квадрата. Столбик без накида в арку предыдущего квадрата. Столбик без накида. И теперь у меня здесь угол. Я в него провязываю 3 столбика с 1 накидом.
1 воздушная петля, столбик без накида в угловую арку предыдущего квадрата, 1 воздушная петля, и уже на этом своем третьем квадрате выполняю 3 столбика в угловую арку. Вот так. И теперь иду по рисунку. 1 воздушная, 3 столбика. 1 воздушная, 3 столбика. Я здесь сейчас довяжу. Доходим до угла. Здесь на углу провязываем, как обычно, 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Затем поднимаюсь вот сюда. И тут я вернусь. Итак, вот я провязал этот квадрат. Дошел до угла. Здесь на углу мы также, как обычно, провязываем 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Все то же самое по рисунку. Здесь на прямой части 1 петля, 3 столбика, 1 петля, 3 столбика. Сейчас доходим до места соединения. Я покажу, как мы провязываем там. Итак, в угловую арку мы довязываем вторую группу столбиков. То есть вначале мы провязали только одну группу. Довязываем вторую группу столбиков. Три столбика с одним накидом. Теперь здесь выполняем 1 воздушная петля. И вот тут, когда мы разворачивались, мы делали 2 воздушные петли. И в эту арку 2 петель столбик без накида. 1 воздушная петля. И здесь довязываем вторую группу. Также 3 столбика. И опять у нас пошло 1 петля, 3 столбика, 1 петля, 3 столбика. И здесь вот опять, когда доходим до места соединения, довязываем вторую группу столбиков, 1 петля. И здесь в арку эту 2 петель столбик без накида. Опять 1 петля, 3 столбика. И довязываем вот до этого угла. То есть вот так всю вот эту прямую часть. И здесь я вернусь. Итак, то есть вот от начала соединения вот здесь мы провязали вот так все это дело. Развернулись. Здесь провязали всю вот эту прямую часть. В углу я провязал только одну группу столбиков. Вот эту сторону мы пока провязывать не будем. Она у нас будет самая последняя, уже в самом конце работы. И сейчас я беру уже следующий квадрат, то есть второй ряд. У вас это может быть большее количество квадратов, у меня по 3 квадрата на стороне. Все, я беру сейчас вот так другой квадрат. Здесь я также делаю 2 воздушные петли. То есть вот как по этой же логике, как мы здесь делали. 2 воздушные петли. Разворачиваю работу. Беру свой следующий квадрат. Вот так, чтобы они у меня лицом были. И изнанкой друг к другу. Вот так. 2 воздушные сделали. Теперь накид. И уже в угол следующего ряда, следующего квадрата провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Столбик без накида в следующую арку одной воздушной петли предыдущего квадрата. 3 столбика в следующую арку нашего вот этого нового квадрата. Столбик без накида в следующую арку предыдущего квадрата. Точнее, уже даже не квадрата, а вот этой полоски. Сейчас я провяжу до угла, покажу, как мы соединяемся на углу.
Так, здесь на углу я провязываю 3 столбика с одним накидом. Делаю вместо 2 петель, делаю одну воздушную петлю. Беру вот эти наши предыдущие. Здесь мы соединялись столбиком без накида. Вот тут у нас была одна петля, столбик без накида, одна петля. И в этот столбик без накида я выполняю соединительную петлю. Опять одна воздушная. Возвращаюсь к своему новому квадрату и в угол довязываю вторую группу столбиков. Одна воздушная, и здесь пошел вязать вот эту сторону. Все, сейчас я довяжу и вернусь. Итак, довязал эту сторону. Здесь на углу сделал одну группу столбиков, 2 воздушные петли. Беру очередной квадрат. Аккуратно, чтобы у нас здесь ничего не перекручивалось. В его угол провязываю 3 столбика. То есть уже по той же самой логике мы присоединяем очередной квадрат. 3 столбика сюда, столбик без накида в предыдущую арку предыдущего квадрата. Все по той же логике. Сейчас я подойду вот сюда, к этому углу, и тут я вернусь. Итак, я присоединил этот квадрат, подошел вот здесь к самому углу, выполнил на этом квадрате в углу только одну группу. Теперь выполняем одна воздушная петля. И опять вот в этот столбик без накида мы также выполняем соединительную петлю. То есть столбик без накида вот здесь, который у нас был, в самом центре. Выполняю соединительную. Теперь опять одна воздушная. Возвращаюсь к своему квадрату, провязываю вторую группу из 3 столбиков на углу. Беру опять вот эту вот полоску, уже предыдущую, которую мы уже обвязали. И в следующую арку одной петли столбик без накида. Опять возвращаюсь сюда, 3 столбика, опять столбик без накида. И таким образом мы соединяем все квадраты, сколько у вас есть. До тех пор, пока я не подойду к той части, когда у меня начнется уже лицевая сторона моей сумки. То есть вот я сейчас нахожусь здесь, предположим, что вот я сейчас завершил, провязал вот эту всю сторону, я сейчас нахожусь вот здесь. И я уже потом буду присоединять вот эту лицевую сторону вот здесь, по той же самой логике, как мы присоединяли вот эти квадраты. Только здесь, уже в этом месте, нам нужно будет начать присоединять сумку, чтобы она у нас, как все стороны соединились между собой, по ребру нам нужно уже будет ее начать присоединять. То есть вот у меня уже здесь готовая сумка. Я начинал соединять также с задней стороны сумки. То есть вот отсюда я вот так шел, соединял все вот эти квадраты. Вот, у меня также здесь 9 квадратиков. И когда я подошел уже, когда у меня начались лицевые квадраты, то есть вот они, я их вот так начал соединять. И одновременно вот эту сторону, ребро, я начал соединять, чтобы она у нас шла вся одним полотном, эта сумка. Сейчас, когда я подойду к тому месту, я вернусь. А пока буду соединять просто вот эту всю заднюю сторону. Итак, я соединил здесь все заднее полотно, у меня это 9 квадратов. И здесь я присоединил уже первую полоску лицевой части. Все таким же способом, как я соединял здесь. То есть вот я дошел сейчас до этого угла. Здесь в углу сделал одну вот эту группу. По идее, вот как мы здесь вязали, я сейчас должен начать подниматься наверх. Но я, чтобы начать соединять уже вот это ребро, то есть перед задней частью сумки, вот так. То есть я сгибаю мою сумку. И здесь я буду соединять вот эту боковую часть уже с вот этой провязанной задней частью. Здесь я выполнил 3 столбика с одним накидом. Нам нужно делать одна воздушная, столбик без накида, одна воздушная. Но так как у нас здесь идет соединение, и это угол, и у нас две эти части будут вместе, можно просто сразу же сделать столбик без накида, без воздушных петель. Столбик без накида. Все, теперь я возвращаюсь уже к этому своему цветному квадрату, провязываю вторую группу из 3 столбиков с одним накидом.
и соединяюсь опять с задней частью сумки. Опять в свой квадрат предыдущий я провязываю 3 столбика, то есть все по той же самой логике. Только нам нужно было здесь соединить так, чтобы у нас сумка как завернулась, скажем так. Уже начала принимать такой формат кармана, формат сумки. Все, здесь я сейчас провяжу до угла, просто покажу в 2 словах. В принципе, я думаю, что саму систему вы уже поняли, ничего сложного нет. Просто мы вяжем туда-сюда, туда-сюда, одновременно присоединяя квадраты. Здесь вот в угловой теперь я провязываю 3 столбика сперва. Соединяюсь вот здесь. Вот у нас здесь был столбик с накидом. Я в него выполняю соединительную петлю. И здесь уже я возвращаюсь к своему цветному квадрату, довязываю угол из 3 столбиков. Одна воздушная, все, и здесь у меня уже пошла вот эта прямая часть. Все, то есть здесь вот у меня уже как начало образовываться вот такое углубление, то есть сумка. Все, здесь я сейчас провязываю вот эту сторону, потом присоединяю свои оставшиеся другие цветные квадраты, дохожу опять до этого места, и вместо того, чтобы подниматься по этому квадрату, я одновременно поднимаюсь и соединяюсь с задней стороной сумки. И таким образом я провязываю до конца, до самого верха. Здесь, когда я уже вот эти последние свои квадраты провяжу, здесь провяжу прямую часть, в этом месте я вернусь и покажу, как мы будем довязывать вот эту нашу остальную часть и соединять ее. Итак, я соединил все квадраты, то есть вот у меня задняя часть сумки, вот отсюда мы начали. Вот у меня передняя часть сумки, и соединили мы только вот по этому ребру. Вот здесь, вот так, то есть это выглядит. Все, теперь здесь я провязал вот эту прямую часть, подошел вот к этой части, к другому ребру. Сейчас мы провязываем вот эту всю прямую часть, просто точно так же, как мы и вот эту провязывали. То есть 3 столбика, 1 петля, 3 столбика, 1 петля, здесь столбик без накида, 1 петля, опять 3 столбика. И довязываем вот до этого места. Итак, провязали вот эту последнюю боковую часть нашей сумки. Здесь в углу я выполнил 3 столбика с накидом, выполняю 1 воздушная петля. И в эту арку, вот сюда, где мы соединяли переднюю часть и заднюю, выполняем столбик без накида. Опять 1 воздушная петля, и здесь эту сторону мы уже провязываем и соединяем с передней частью. То есть в угол вот этого квадрата я провязываю 3 столбика с накидом. Вот наша передняя часть, и я уже с ней соединяюсь, то есть столбик без накида в арку 1 воздушной петли. И здесь по той же самой логике, как мы соединяли все квадраты, вяжем 3 столбика здесь, а с этой частью соединяем 3 столбика, соединяем и провязываем здесь до конца, пока не соединим обе части вместе. И еще также вот я дошел до соединения в центре вот этих квадратов с 2 сторон. Здесь я провязал в угловой квадрат 3 столбика, 1 воздушная петля. Теперь я цепляю вот эту арку 2 воздушных петель, которая у нас между квадратами. Вот так крючок вставляю. А здесь вставляю крючок в столбик без накида, который у нас здесь был посередине. И выполняю через этот столбик и эту арку 2 петель просто вот так соединительную петлю. Все, теперь 1 воздушная, и дальше продолжаем вязать. Итак, я подхожу к завершению соединения. Я выполнил вторую группу из 3 столбиков в угловую арку, вот где мы вообще начинали все вот это вот наше соединение. Здесь выполняю также 1 воздушная петля, столбик без накида в арку угловую передней части, 1 воздушная петля,
И теперь соединяюсь в третью воздушную петлю подъема самого первого столбика с одним накидом нашей вот этой всей обвязки соединения. И сейчас я провяжу еще, может быть, 1 или 2 ряда в высоту, чтобы у меня сумка была не квадратная, а чуть-чуть немножечко такая прямоугольная. Но вы, если хотите, можете оставить так, как есть. Итак, здесь, когда мы соединились, я выполняю соединительные петли до следующей арки одной воздушной петли. Выполняю соединительную в следующий столбик, соединительная в следующий и в арку одной воздушной. И отсюда начинаю провязывать вот эти наши столбики. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем 1 воздушная петля и в следующую арку 3 столбика. Сейчас я провяжу вот до этого места и вернусь. Итак, я провязал от начала ряда 1, 2, 3, 4, то есть вот передо мной самая угловая арка. Я буду вязать не в эту арку сейчас группу столбиков, вот я тут сделал 1 воздушную петлю, а вот сюда, за столбик без накида, который мы соединяли. То есть вот прям посередине соединения этих двух мотивов. Выполнил 1 воздушную, накид, и вот сюда, прямо в центр, я выполняю 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, и здесь уже выполняю прямую часть. То есть я сейчас вяжу не в эту арку, где у нас 2 группы, а уже в следующую. 3 столбика с одним накидом. Опять 1 воздушная, и таким образом провязываю здесь всю вот эту прямую часть. То есть здесь у нас вот так получается. Все, и здесь тоже на соединении точно так же я провязываю здесь 3 группы столбиков, а здесь провязываю за столбик без накида. То есть вот в эти самые угловые арки я не вяжу. Все. И так провязываем по кругу. Здесь мы соединяемся потом в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. То есть вот мы провяжем последнюю группу столбиков вот сюда, прямо посередине, и соединимся соединительной петлей с первой группой столбиков. И так можно вязать в высоту до любого нужного вам размера. Итак, вот от начала ряда я провязал по кругу наши вот эти группы столбиков. Здесь также на передней части. И здесь в конце вот у меня получилась последняя группа вот здесь посередине. И соединился в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Ну вот здесь 1 воздушная петля. И сейчас я буду вязать точно такой же ряд. Он у меня будет последний. Я выполняю соединительную петлю в следующий столбик. Соединительную петлю в следующий столбик. И соединительную петлю в арку 1 воздушной петли. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом и 2 столбика с одним накидом сюда же. То есть здесь у нас все как обычно. Мы вяжем по той же логике. 1 воздушная и опять у нас вот эта группа столбиков. Сейчас я дойду до ребра противоположной части, потому что здесь у меня начало немножечко получается сдвинутое от ребра. То есть вот так. И я буду присоединять вот такие, у меня есть 2 карабина. И сейчас, когда я дойду до этой части, я буду присоединять и покажу, как я это делаю. Но это вообще не обязательно. Вы можете просто сделать вот эту ручку сумки полностью вязаную, и она будет просто пришита вот так к сумке. Ну, у меня есть вот такие 2 карабина. Я прикреплю сейчас эти 2 карабина. Довяжу до сюда и покажу. Итак, вот я подошел вот к этой центральной части, точнее к нашему ребру. И здесь вот передо мной арка 1 воздушной петли. Я должен в нее провязать 3 столбика с одним накидом. Но я провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Теперь я беру свой карабин, вот так его прикладываю сюда. Вот это у нас здесь получается прям ровно середина. Я его сюда прикладываю. И третьим столбиком я захватываю этот карабин. Прям вот так одеваю на крючок и провязываю столбик с одним накидом. Вот так. Третий столбик.
Я не буду делать никакие воздушные петли. У нас же здесь по рисунку должна быть одна петля и уже в следующую арку 3 столбика. Я вместо одной воздушной петли, вот передо мной идут 3 столбика. Я их также провяжу 3 столбика, то есть по столбику в каждый столбик, захватывая мой карабин. Я выполняю накид и вместе с карабином провязываю каждый из вот этих 3 столбиков. Первый, второй и третий. Затем в следующую арку у нас по идее идет 3 столбика. Я провязываю первый столбик, захватывая вот этот карабин. И затем 2 столбика я просто уже провязываю в эту арку одной воздушной петлей. Все, то есть вот так у меня здесь получается. А далее я уже вяжу по рисунку. 1 воздушная, 3 столбика, 1 воздушная, 3 столбика. И также на противоположной части, вот здесь, когда я подойду к этому месту, я провяжу вместе с карабином 1 столбик с этой стороны и 1 столбик с этой стороны. И 3 столбика вот эти центральные. То есть здесь у меня будет 3 столбика, 2 в арке и 1 захватывая карабин. 3 столбика захватывая карабин, 1 захватывая карабин и 2 в арке. Затем 1 воздушная петля и соединюсь в 3-ю воздушную петлю подъема. Итак, я провязал ряд до конца, присоединил 2-й карабин, и у меня прям четко закончилась нить. То есть вот все. Но вы при желании можете обвязать еще одним рядом столбиками без накида, прям в каждый столбик и в каждую арку по 1 столбику без накида. Вот сейчас я покажу, как у меня на другой сумке получилось. То есть я сначала обвязал столбиками без накида, а потом еще соединительными петлями просто в каждый столбик, но это делать не обязательно. Но все равно мне кажется, что так выглядит вид более такой законченный. Но здесь у меня пряжа кончилась, ну я думаю, что ничего страшного, даже если так все это дело оставить. И теперь эту сумку сейчас я отпарю утюгом. Прям вот так буду ее хорошо растягивать, чтобы у нас все петли встали на свои места, и она у нас будет идеально ровная. Итак, я отпарил нашу сумочку утюгом с паром. Вот такая она получилась. Аккуратная. Вот с изнанки. И сейчас я буду шить подкладку в эту сумку. Я не буду показывать прям как пошагово я буду ее шить. Кто-то умеет шить, кто-то не умеет. У кого-то есть машинка швейная, у кого-то нет. Но это делать не обязательно. Если вы хотите, можно и так оставить. Она не такая уж у нас и дырявая. Для лета вообще, я думаю, супер вариант. Сюда положить телефон, ключи, кошелек. Вообще будет отлично. Но сейчас все равно просто в 2 словах я расскажу, как я буду шить подкладку. Итак, я сейчас измерю размеры сумки. В ширину она у меня получилась 19 сантиметров. И в высоту я ее тоже посчитаю как 19 сантиметров. То есть вот до вот этих последних 2 рядов, которые мы сделали. Точнее, которые я сделал. У вас, может быть, их будет больше. То есть только квадраты. Вы измеряете ту высоту, глубину которой вы хотите, чтобы у вас была подкладка. Итак, моя сумка получилась 19 на 19 сантиметров. Ширина у нас 19 сантиметров. И высота 19 сантиметров. Но я буду шить сразу и другую сторону, поэтому я буду вырезать еще 19 сантиметров, то есть противоположную сторону. То есть в высоту мне нужно будет отрезать кусок ткани 38 сантиметров. Плюс сантиметр с каждой стороны на припуске. То есть получается в ширину мне нужно будет сантиметр с этой стороны и с этой стороны. Получится 21 сантиметр мне сделать, 21 сантиметр. И здесь также по сантиметру с каждой стороны, вот здесь, получается 40 сантиметров. То есть я сейчас вырезаю кусок ткани 21 на 40 сантиметров. Итак, я вырезал прямоугольник ткани по своим отмеченным размерам. Вот такая у меня ткань. Я думаю, что к этой сумке она отлично подойдет. Внутри будет смотреться очень даже симпатично. Все, и сейчас я прострочу с 2 сторон боковые стороны. Я сейчас ее сверну вот так пополам, то есть по размеру сумки. Вот так. Сверну. И здесь, отступая припуски около сантиметра, чуть-чуть даже поменьше, прострочу с этой стороны и прострочу с этой стороны. Итак, вот я прострочил с 2 сторон подкладку. То есть вот внутри
Это теперь как карман у нас получается. Вот так это все выглядит. И сейчас я крайние вот эти части, то есть вход в подкладку, я отогну примерно на сантиметр, чуть-чуть поменьше, чем сантиметр. Вот так я ее загибаю. Примерно вот на сантиметр, чуть-чуть поменьше. Отутюжу, чтобы у меня все это ровно лежало. И затем уже по кругу я вот так ее прострочу. Вот так. И по кругу прострочу. Итак, я прострочил уже край подкладки. То есть вот я отогнул ее везде по кругу, отутюжил, чтобы она у меня здесь ткань сама держалась, и прострочил ее вот так по кругу. И теперь я буду вшивать подкладку уже непосредственно в саму сумку. Итак, вставили подкладку в сумку, рукой там все распределили по углам, чтобы у нас все ровно было. Также проверяем то, чтобы у нас швы были вот ровно по ребру сумки. Ну, я думаю, в принципе, это все понятно. Здесь я уже вставил нить в иглу. С другой стороны у меня здесь узелок. И теперь начинаем шить. Примерно ее все распределяем, чтобы у нас ровно было. И также здесь, то есть чтобы мы провязывали, чтобы у нас все было ровно, вы примерно обратите внимание, сколько у вас рядов до подкладки, чтобы она у нас вот так по кругу шла одинаково, чтобы у нас край сумки здесь торчал одинаковый везде, чтобы ничего у нас не перекосилось. Вот, я буду пришивать вот так, то есть до квадратов своих. Начинать пришивать я буду с угла. Я вставляю иглу под подкладку, вот по ребру подкладки. И с этой стороны ее протыкаю. Вытягиваю нить. И теперь уже протыкаю само вязаное полотно сумки. Теперь возвращаюсь в то же место, откуда у меня нить вышла из-под подкладки. Почти в это же отверстие. Можно даже в это же отверстие. Или прям рядышком с ним. Вставляем иглу и проходим немножечко в левую сторону. Примерно, может быть, на 5 миллиметров. И протыкаем с ребра подкладки. Подтягиваем. И опять протыкаем вязаное полотно. И возвращаем иглу в то же место, откуда у нас вышла нить. В подкладку. И здесь проходим примерно 5 миллиметров. Прошиваем. И подтягиваем. Вот здесь вот эти нитки аккуратно, чтобы у нас они не перепутывались. Нужно их постоянно аккуратно подтягивать. И подтягиваем полотно, нить хорошо. И у нас не видно шва абсолютно. Теперь опять возвращаемся в вязаное полотно. Протыкаем. Возвращаемся в подкладку. Протыкаем, проходим 5 миллиметров примерно и прошиваем. Вот здесь нужно быть аккуратно, можно даже вот так ее придерживать, потому что она начинает скручиваться, нить. Все, и подтягиваем. То есть вот, смотрите, у нас вообще не видно нити, как мы пришивали. Опять возвращаемся в вязаное полотно. Возвращаемся в подкладку. И так, шаг за шагом прошиваем, точнее пришиваем нашу подкладку к сумке. Аккуратно, не спеша.
Все, и таким образом мы прошиваем полностью полотно сумки. Итак, я вшил подкладку в сумку. Здесь я уже пришил пуговицу. При желании вы можете сделать замок-молнию, как вы хотите. Можно даже вообще без замка. Я решил, что будет просто небольшая вот такая пуговица. И связал вот такую петлю. Я здесь просто набрал цепочку из воздушных петель. Примерно на глаз, на тот размер, чтобы, когда я пришил эту петлю сзади, чтобы она у меня здесь вот так закрывалась. Я набрал цепочку из воздушных петель, провязал 2 ряда столбиками без накида. В третьем ряду я сделал арку из воздушных петель, пропустил такое же количество столбиков, сколько я сделал воздушных петель. Это количество воздушных петель я примерно примерил, чтобы у меня пролазила пуговица. И далее продолжил столбики без накида. И уже в следующем ряду, в 4-м, я также провязал столбики без накида. И затем по кругу я просто провязал соединительными столбиками. И сейчас я пришью вот эту петлю сзади на сумку. Итак, вот я пришил петлю. И теперь просто на пуговицу эта сумка будет вот так застегиваться. В качестве ручки я буду использовать вот такую цепь. Можно оставить ее в таком виде, а можно ее обвязать вот так пряжей. И вот так наша летняя сумочка готова. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!